Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии. Прекрасные, поучительные, веселые, жизненные истории. Спасибо за то, что вы делитесь своим сокровенным. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Его сердце между двух огней. Любит ли он другую? Для начала делаю девочке сигнификацию загаданного вами мужчины. Если резонирует, вы его узнаете. Значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Итак, какой мужчина пришел на расклад? Какой он? Глаза, улыбка, тембр голоса, его имя. Какой он? Ух ты ж, интересное сочетание какое-то. Знаете, как будто бы мужчина и хотел бы быть верным. Вот честно вам скажу. Тут эта карта, она семейная, карта верность, она считывается. Какой-то одной женщине, да, принцесса. Но вечная невеста, как будто бы карта вечная невеста говорит о том, что, к сожалению, ну, наверное, это логично, да, если у нас тема расклада любит ли он другую, то есть у него уже две женщины. Ну тут вот, если вы сами можете это прочесть, верность какой-то принцессе, это говорит о том, что женщина хороша всем, действительно достойная. Но вечная невеста как будто бы ждет, или как не надо говорят, запасной аэродром. Или женщина тоже карта считывается как вечная невеста. Женщина всем хороша, внешне, интеллект, навыки, способности, все у нее в порядке. Но тем, что она соглашается на какие-то форматы или где-то соглашается зачеркнуть свои потребности, дабы закрыть потребности в первую очередь этого мужчины, как будто себя отодвигает в сторонку, свои желания. Тем самым она и получение каких-то действительно тех взаимоотношений, на которые она претендует, хотела бы, она их тоже отодвигает. Вот эти вот какие-то даже перспективы построения этих отношений. И она по факту этого не получает. Почему-то показана мне карта прошлого. Это как будто бы, может быть, в прошлом такая ситуация с ним проигрывалась. Тут, может быть, даже это как какой-то для него привычный формат, где женщины ради него готовы идти на какие-то уступки, где женщины ради него соглашаются, опять-таки, с такими форматами, которые их не устраивают. Он показан мужчиной, который тратит деньги, но при этом же какие-то тут ограничения. Сейчас я спрошу. Эта карта часто говорит о том, что мужчина может быть не свободен. Клетка, ограничения. Так, о чем это? Можно еще так прочесть. В прошлом он мог какое-то время вести такой, знаете, ну, не обязательно там слишком веселый образ жизни, ну, тратить деньги, транжирить, жить на полную. А потом как будто бы в один момент мог почувствовать себя как в клетке. Ограничения. Так, смотрим. Прошлое это о чем? Прошлое это о вас. Смотрите, карта вопрошающая вышла. Прошлое это в прошлом с вами связана история. Конкретно с любовью. Его любовью к вам. Ну, может быть, и его любовь, но его любовь к вам принесла ему душевные муки, девочки. Это его. Я спрашиваю, это его? И у меня прям две карты взялись. Карта мост. Душевные муки почему с его стороны? Потому что он хотел бы даже дорогу проложить, простроить отношения. Но карта трио, третий фактор, третьи лица в отношениях. Тут на этой карте женщина и двое мужчин, но у нас может быть ситуация по-другому. Может быть, у вас еще один мужчина, да, а может быть мужчина и две женщины, так как мы рассматриваем
тема расклада, он любит ли он другую, то вполне возможно мужчина говорит, к вам любовь, по крайней мере, в прошлом. Тут 100% присутствовала. Динозаврики это прошлое. Но это любовь, которая принесла ему множество душевных мук. От чего? От того, что он не смог то ли нормально выстроить отношения, то ли это в принципе эти отношения невозможны были, да, то ли трудно реализуемый формат четырехугольники, треугольники, то ли порицаемый в социуме, если там опять-таки не свободный, то ли в принципе третьи лица изначально мешали для того, чтобы эти отношения были как-то реализованы. Так, ограничения. О чем это? Ограничение, клетка, это о чем? Ну, смотрите, показывают клетка, ограничения, мужчина в клетке. Он сейчас говорит, как будто бы мне бесплодно желать, даже бесплодно надеяться получить. По карте букет это какие-то такие отношения яркие. Это вот этот конфетно-букетный период, романтика. Но это срезанные цветы. Это насколько ярко может быть начинаться роман. Также он быстротечен, также он быстро может закончиться, да. И ограничения, он говорит, хитрости какие-то, вот эти обманы, это все бумерангом. Или уже прилетело ему, да, то есть уже замечен где-то, или же, ну, как будто бы его, хотел сказать, же организм такой, да, пасут, за ним следят, его контролируют, могут его финансы контролировать, да, отслеживать его передвижение, там, ну, как будто свободу его ограничивают. Так, девочки, такой мужчина у меня вышел. Но вот изначально, ну давайте, мне правда прям интересно. Это он, тут как будто бы изначально он говорит, по идее бы какая-то женщина, она заслуживает того, чтобы быть ей верной. Но она это не получила. Так это о вас. Какая-то у него есть другая женщина. Вот у него есть еще какая-то другая женщина, которая вот он очень боится, что эти бумеранги ему прилетят. Вот только что я говорила об этом. То есть кто-то за ним следит, кто-то его контролирует. Орликин нестандартно. О чем это? Девочки, в отношении вас, я вас спрашиваю, тут сексуальное влечение яркое, он хотел бы быть с вами, хотел бы вот этот накал страстей проживать. Может, и в прошлом проживал это все, может быть, это осталось на уровне вот таком вот желания, как вспышка. Но тут вот как-то так странно, смотрите, всем хороша, еще раз повторюсь, женщина. Но карта Орликин и карта Темница, как будто бы мужчина искал способы, ну, некрасиво скажу, наверное, по-легкому где-то, да, не вкладываясь, а получить вот то самое. Но он как будто бы хотел избежать состояния такое, тут он как в ограничениях клетки. Он хотел избежать состояния в карте Темницы связанные руки. Как будто бы, ну, без обязательств хотел, может, отношений каких-то. Яркого такого романа ни к чему не обязывающему. Ну, девочки, как мне идет, так я говорю. Карта Орликин в отношении вас здорово, все, но карта Орликин это как какие-то такие поступки, они не то, что там нетрадиционные, нестандартные. И поведение его. Ну, типа, допустим, отношения, какой-то гостевой брак, да, но тут даже об этом речи не идет. Почему-то ему так хотелось с вами каких-то таких необычных отношений, которые не носили бы формат карта Темница, ограничения, ну, может быть, семейных, не семейные узы. И уж точно не хотел бы, чтобы это в какую-то бытовуху, рутину переходило. Вот ему какой-то новизны хотелось именно с вами, яркости. Ну вот, мне так показано. Ну, просто тут же двое, пара. Мало того, что один хочет, желательно, чтобы у пары были одинаковые взгляды. Да.
на это построение так называемых взаимоотношений. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Итак, его сердце между двух огней. Любит ли он другую? Посмотрим. Так, карта скажет, любит ли он другую. Если есть другая, пусть покажет формат взаимоотношений, даже не так, его эмоции к этой другой. Любит ли он другую? Любит ли он другую? Другую. Девочки, возьму эротическую тоже. Неотъемлемая прекрасная часть нашей жизни. Прям выскочила. Пусть будет. Любит ли он другую? Любит ли он другую? Любит ли он другую? Ну, давайте с Богом. Так, любит ли он другую? Мостики. Интересно. Так, сюда, сюда. Любит ли он другую? Угу. Угу. Ну, давайте так, чтобы... Представьте, я эротическую, та, которая выпрыгнула, тут как бы об эротике совсем мало. Это карта, говорящая о том, что во взаимоотношениях женщина переросла уже этого мужчину. Видите, такая огромная девочка, а мальчик-мужчина маленький, он тут убегает куда-то. Убегает, и шансы какие-то тут. Сейчас я буду считывать. Я к чему? А из неэротической колоды, абсолютно неэротическая, вышла карта все-таки Эрос. Сейчас я буду уточнять, о чем это. Эрос — это влечение к этой женщине или это влечение к вам? Влечение к вам, смотрите, как клевер, шанс, клевер, шанс. К этой женщине... Нет, это ваша карта, карта вопрошающая. Представьте, как карта разговаривает. Для того, чтобы лишний раз даже вы не сомневались. Карта, я спрашиваю, это к этой женщине и ваша карта. То есть нет, тут это влечение к тебе, к вам. И тут к вам это шансы, шансы. О, как интересно. Так, давайте смотрим. Теперь это все логично. Сердце между двух огней. Любит ли он ту другую? Смотрите, тут мне очень похожа история о том, что мужчина какие-то планы строит. Не могу сказать, что он тут не строит планов, тут крест поставил. Нет, у него планы самые разные. Вот по этим картам, извините, так прямо у меня первая мысль какая была, что мужчина во все активно вешает лапшу этой женщине, той второй. Для чего? Для достижения собственных каких-то целей. Подпишись на канал и поставь лайк. Почему-то ему удобно эту женщину держать в каких-то иллюзиях, давать какие-то надежды, поддерживать. Он игру ведет с ней какую-то. Карта игра. Тут, почему я сказала лапшу, как будто вешать на уши. Карта хамелеон. И карта феечки, это говорит о том, что какие-то волшебные он там, не обязательно замки. Ну, такое откровенно, какое-то фантазийное, что-то он ей рассказывает. Вот такое, хамелеон. Подстраивается. Где-то под нее подстраивается, где-то, может быть, вот знает, что она хотела бы услышать в моменте. Он это и говорит.
как будто бы он ее очень хорошо изучил. Почему-то так по этим картам, как будто бы он, ну, не знаю, ему выгодна она, ему удобно, ну, не знаю, даже не то, что удобно, вряд ли тут удобно. Нет, 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 тут неудобно. Но тут вот дальше мы смотрим хамелеон и карта борьба, и карта Эрос. Смотрите, такое, как я уже уточнила, Эрос — это сексуальное влечение, это увлечение вами, это страсть к вам 100%. Карта Клевер, с вами шансы хотел бы не бросать, не терять эти шансы. Но с этой женщиной мы смотрим, борьба. Он бы не хотел в открытую воевать, не хотел бы, может быть, в открытую озвучивать своих, не знаю, что у него там, о своих там чувствах, о своей привязанности, о своих каких-то желаниях в отношении вас. То есть он не хотел бы это озвучивать, поэтому он тут как уж на сковородке извивается и в открытую эту борьбу с ней не ведет. Но тут дальше в отношении этой женщины, может быть, если где-то она там что-то считывает, она довольно-таки умная, кстати, она у меня идет по королеве мечей, женщина с холодным рассудком, может быть, карьеру строить хорошую, эта женщина. То есть она умеет свои эмоции держать под контролем. Так, практичная, скорее больше, ну, не то, что там зациклена, сфокусирована на своей реализации, карьере, как-то так. Вполне возможно, этот мужчина даже добирает то, что ему не хватает во взаимоотношениях с этой женщиной, добирает то ли с вами, вот как-то так. Опять-таки, если эта женщина по королеве мечей, она может там взять этот меч и образно прижать его и звездануть его, да, тут он тоже в свою очередь держит этот меч, он как оборону держит. И карта хамелеон, он готов к любым каким-то вот поворотам. И, девочки, тут у меня карта вышла, подарок, я могу это просто считать, это как. Он скорее будет стараться ее задобрить, может, даже подарки какие-то дарит. Не потому, что там любит и нежно привязан, а потому, что он как будто к ней под ключик нашел. Он где-то старается соломки подстелить, он где-то бдительность ее старается убрать, если можно сказать. Но при всем при этом, давайте так, его с этой женщиной связывает прошлое. И прошлое это хорошее, прекрасное даже. По шестерке кубков у кого-то общие детки, у кого-то по шестерке кубков эти люди могли в прошлом пройти очень многое вместе. Опять-таки больше как родственные души, как будто бы, ну, можно сказать, в чем-то он в ней даже как уверен, как в своем друге, человека, с которым он там не один пуд соли съел, да, то есть проверенная какая-то женщина. Но, как вам сказать, тут больше как друг, как человек, которого он не хотел бы в открытую предавать, да, но влечения к ней нет, влечения тут к вам. И как женщину он вас воспринимает. И опять-таки, вот шестерка кубков к ней, это хорошая карта. Но тут же карта иллюзий. То есть и тут карта феечки. То есть, я же говорю, у него и тут эти карты мосты, как будто человек нацелен на то, чтобы вот этих иллюзиях он их в дальнейшем хочет погружать в эти иллюзии. Как-то так. Опять-таки, иллюзии касаются чего? Почему-то мне показано, что она уже эти отношения переросла. Она на самом деле могла бы где-то и другую жизнь с другим мужчиной начать, может быть, была бы более счастливой. Но и он как будто бы не отпускает. Может быть, она и сама не готова идти в новое с другим мужчиной. Он как будто как остался на каком-то уровне, вот он такой есть. Она уже выросла из этих отношений. Иллюзия он ей готов давать по поводу чего? Шансов, надежды, видите, надежда, что у них может быть все наладится, что у них какой-то период непонятный, что шансы на то, что восстановятся отношения, будут гармоничны. Карта весы, видите, тут женщина взвешивает на таких условных весах. С одной стороны сердце, это условно, с другой стороны мозг. То есть, что у них
наступит гармония, взаимопонимание, вот такое что-то, что это можно все и спасти, и наладить, и шансы использовать правильно. Но при всем при этом показано, что с его стороны это игра. А давайте я спрошу, вот игра с твоей стороны это, цель этой игры? Какую цель этот мужчина преследует в отношениях с этой женщиной мечевой? Какую цель он преследует? Это унижение, освобождение, это князь, соблазн. Ну смотрите, девочки, все банально просто, к сожалению. Какую цель он преследует? Ему бы очень не хотелось, чтобы эта женщина почувствовала себя униженной. И в конце концов, чтобы она действительно, как бабочка из кокона, улетела из этих отношений. Она ему выгодна. Девочки, извините, как хотите. Тут карта расходы, карта князь говорит о том, что мужчина держится за свою стабильность, за свое какое-то материальное настоящее будущее. Может быть, общий бизнес, общие какие-то расходы, может быть, ребеночек общий, и совместно им выгодно, опять-таки вкладываться в этого ребенка, в это будущее. При этом цель он преследует, какую игру ведя, при том, что он не хотел бы эту женщину травмировать, хотел бы создавать у нее иллюзию, что все у них может наладиться и восстановиться, и все не совсем уж так плохо. И ни в коем случае он не хотел бы ее тут обижать, унижать, да, но в то же время он тут, эта карта змея, это как соблазн, искушение. И карта всадник, он оставляет за собой право где-то, и надежды он где-то оставляет при себе. Что по карте всадник он может где-то на стороне периодически, скажем так, карта Эрос, получать удовольствие, страсть свою удовлетворять, но при этом всадник, это когда прискакал, тогда и вовремя, не неся ответственность за вот эту женщину, с которой он планирует проводить вот эти страстные там ночи, встречи. То есть приехал, побыл, ускакал, я тебе ничего не должен, нам замечательно, все прекрасно, ты всем довольна, я всем доволен, до свидания. Все. Вот как-то так, девочки. Мне так сегодня вышло. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.